Кодер. UML – это сокращение от Unified Modeling Language, и, как мы знаем, он является стандартизированным языком моделирования, состоящим из интегрированного набора диаграмм, разработанных, чтобы помочь разработчикам систем и программного обеспечения в определении, визуализации, конструировании и документировании артефактов программных систем, а также, к примеру, для бизнес-моделирования. UML представляет собой набор лучших инженерных практик, которые доказали свою эффективность в моделировании больших и сложных систем и является очень важной частью разработки объектно-ориентированного программного обеспечения. UML использует в основном графические обозначения, чтобы выразить дизайн программных проектов. Использование UML помогает проектным группам общаться, изучать потенциальные проекты и проверять архитектурный дизайн программного обеспечения. Цель UML – предоставить стандартную нотацию, которая может использоваться всеми объектно-ориентированными методами, а также выбрать и интегрировать лучшие элементы нотаций предшественников. UML был разработан для широкого спектра приложений. Следовательно, он представляет конструкции для широкого спектра систем и видов деятельности, например, распределенных систем, анализа, проектирования и развертывания систем. Диаграммы UML подразделяют на два типа. Это структурные диаграммы и диаграммы поведения. Существует 7 типов структурных диаграмм. Это диаграмма составной структуры, диаграмма развертывания, диаграмма пакетов, диаграмма профилей, диаграмма классов, диаграмма объектов и диаграмма компонентов. А к диаграммам поведения относятся диаграмма деятельности, диаграмма прецедентов, диаграмма состояний, диаграмма последовательности, диаграмма коммуникаций, диаграмма обзора взаимодействия и временная диаграмма. Теперь пару слов о каждой из них. Диаграмма классов – это центральная методика моделирования, которая используется практически во всех объектно-ориентированных методах. Эта диаграмма описывает типы объектов в системе и различные виды статических отношений, которые существуют между ними. 3 наиболее важных типа отношений в диаграммах классов, на самом деле их больше, это ассоциация, которая представляет отношения между экземплярами типов. К примеру, человек работает на компанию, у компании есть несколько офисов. Наследование, которое имеет непосредственное соответствие наследованию в объектно-ориентированном дизайне, и агрегация, которая представляет из себя форму композиции объектов в объектно-ориентированном дизайне. Диаграмма компонентов. На языке унифицированного моделирования диаграмма компонентов показывает, как компоненты соединяются вместе для формирования более крупных компонентов или программных систем. Она иллюстрирует архитектуру компонентов программного обеспечения и зависимости между ними. Эти программные компоненты включают в себя компоненты времени выполнения, исполняемые компоненты, а также компоненты исходного кода. Диаграмма развертывания помогает моделировать физический аспект объектно-ориентированной программной системы. Это структурная схема, которая показывает архитектуру системы как развертывание программных артефактов. Артефакты представляют собой конкретные элементы в физическом мире, которые являются результатом процесса разработки. Диаграмма моделирует конфигурацию времени выполнения в статическом представлении и визуализирует распределение артефактов в приложении. В большинстве случаев это включает в себя моделирование конфигураций оборудования вместе с компонентами программного обеспечения, на которых они размещены. Статическая диаграмма объекта является экземпляром диаграммы класса. Она показывает снимок подробного состояния системы в определенный момент времени. Разница в том, что диаграмма классов представляет собой абстрактную модель, состоящую из классов и их отношений. Тем не менее, диаграмма объекта представляет собой экземпляр в конкретный момент, который имеет конкретный характер. Использование диаграмм объектов довольно ограничено, а именно, чтобы показать примеры структуры данных. Диаграмма пакетов – это структурная схема UML, которая показывает пакеты и зависимости между ними. Она позволяет отображать различные виды системы, например, легко смоделировать многоуровневое приложение. Диаграмма составной структуры аналогична диаграмме классов и является своего рода диаграммой компонентов, используемой в основном при моделировании системы на микроуровне.
но она изображает отдельные части вместо целых классов. Этот тип статической структурной диаграммы, которая показывает внутреннюю структуру класса и взаимодействия, которые эта структура делает возможными. Эта диаграмма может включать внутренние части, порты, через которые части взаимодействуют друг с другом, или через которые экземпляры класса взаимодействуют с частями и с внешним миром, и соединители между частями или портами. Составная структура – это набор взаимосвязанных элементов, которые взаимодействуют во время выполнения для достижения какой-либо цели. Каждый элемент имеет определенную роль в этой коллаборации. Диаграмма профилей позволяет нам создавать специфичные для домена и платформы стереотипы и определять отношения между ними. Мы можем создавать стереотипы, рисуя формы стереотипов и связывая их с композицией или обобщением через интерфейс, ориентированный на ресурсы. Мы также можем определять и визуализировать значения стереотипов. Диаграмма прецедентов описывает функциональные требования системы с точки зрения прецедентов. По сути дела, это модель предполагаемой функциональности системы, то есть прецедентов, и ее среды, то есть актеров. Прецеденты позволяют связать то, что нам нужно от системы, с тем, как система удовлетворяет эти потребности. Диаграммы деятельности представляют собой графическое представление рабочих процессов, поэтапных действий и действий с поддержкой выбора, итерации и параллелизма. Они описывают поток управления целевой системой, такой как исследование сложных бизнес-правил и операций, а также описание прецедентов и бизнес-процессов. В UML диаграммы деятельности предназначены для моделирования как вычислительных, так и организационных процессов. Диаграмма состояний – это тип диаграммы, используемый в UML для описания поведения систем, который основан на концепции диаграмм состояния Дэвида Харрелла. Диаграммы состояний отображают разрешенные состояния и переходы, а также события, которые влияют на эти переходы. Это помогает визуализировать весь жизненный цикл объектов и таким образом помогает лучше понять системы, основанные на состояниях. Диаграмма последовательности моделирует взаимодействие объектов на основе временной последовательности. Она показывает, как объекты взаимодействуют с другими в конкретном прецеденте. Диаграмма коммуникации. Как и диаграмма последовательности, диаграмма коммуникации также используется для моделирования динамического поведения прецедента. Если сравнивать с диаграммой последовательности, то диаграмма коммуникации больше сфокусирована на показе взаимодействия объектов, а не временной последовательности. На самом деле диаграмма коммуникации и диаграмма последовательности семантически эквивалентны и могут перетекать одна в другую. Диаграмма обзора взаимодействий фокусируется на обзоре потока управления взаимодействиями. Это вариант диаграммы деятельности, где узлами являются взаимодействия или события взаимодействия. Диаграмма обзора взаимодействий описывает взаимодействия, в которых сообщения и линии жизни скрыты. Мы можем связать реальные диаграммы и добиться высокой степени навигации между диаграммами внутри диаграммы обзора взаимодействий. Временная диаграмма показывает поведение объекта или объектов в данный период времени. По сути, это особая форма диаграммы последовательности, и различия между ними состоят в том, что оси меняются местами, так, что время увеличивается слева направо, а линии жизни отображаются в отдельных отсеках, расположенных вертикально. Зачем в UML столько диаграмм? Причина этого заключается в том, что можно взглянуть на систему с разных точек зрения, ведь в разработке программного обеспечения будут участвовать многие заинтересованные стороны. Например, аналитики, конструкторы, кодеры, тестеры, контроль качества, клиенты и технические авторы. Все эти люди заинтересованы в различных аспектах системы, и каждый из них требует разного уровня детализации. Например, кодер должен понимать проект системы и уметь преобразовывать код низкого уровня. Напротив, технический писатель интересуется поведением системы в целом и должен понимать, как функционирует продукт. UML пытается предоставить язык настолько выразительный, что все заинтересованные стороны могут извлечь выгоду как минимум из одной диаграммы UML. Ставь императорский палец вверх, подписывайся, бей в колокол и айда изучать каждую из этих диаграмм поподробнее. Это был Ви, спасибо и до свидания.